Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, мы с вами 30 июня, последний день этого месяца и последний день на этой неделе. Обращаем ваше внимание, что сегодня самый опасный и сложный, к сожалению, день. Поэтому ни в коем случае не выносите это из дома, чтобы не вынести свое изобилие, достаток и благополучие. Давайте далее разбираться, друзья, все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также, друзья, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Прямо сейчас, друзья, хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень-очень приятно. Итак, сегодня 30 июня, друзья, и Луна находится в соединении с Хироном и движется из знака зодиака Овен в Тельца, тем самым создавая уникальные астрологические условия, которые достаточно сильно влияют на нашу повседневную жизнь. Этот переход имеет и значительное влияние на эмоции, на физическое состояние и на общее благополучие. Луна в Овне, находясь в соединении с Хироном, может вызывать повышенные уровни беспокойства и стресса. В первой половине дня может наблюдаться эмоциональная напряженность, особенно у тех, кто сталкивается с какими-то своими нерешенными проблемами или находится в состоянии неопределенности. Поэтому постарайтесь начать утро с медитации или с йоги для того, чтобы снизить уровень стресса. Также составьте план на день, чтобы избежать лишних переживаний и организовать все свои дела. Во второй половине дня Луна переходит в знак зодиака Телец, что способствует снижению рисков и уровня беспокойства. Это время, когда возрастает чувство стабильности и безопасности. Начатые процессы наладятся, а проблемы будут решаться более эффективно, а конфликты сойдут на нет. Поэтому используйте вторую половину дня для завершения ранее начатых проектов и задач. Воспользуйтесь этим периодом для стабилизации финансов и улучшения отношений. Лунное соединение с Хироном и переход в Тельца создает благоприятные условия для тех, кто оказался в кризисной или в какой-то экстремальной ситуации. Астрологические аспекты дня обещают благоприятный исход таких ситуаций, даря надежду на положительное разрешение проблем. Поэтому, если вы находитесь в какой-то сложной ситуации, не бойтесь искать помощь и поддержку от близких и профессионалов. Вероятность благоприятного исхода высока, поэтому сохраняйте оптимизм и веру в лучшее. Также обращаем ваше внимание, что этот день особенно хорош для спортсменов. Переход Луны в Тельца способствует физической выносливости и стабильности, что может помочь в достижении высоких результатов. Планируйте сегодня тренировки и соревнования на вторую половину дня, когда энергия будет наиболее благоприятной. Также используйте время и для восстановления и укрепления своего организма. Путешественникам день обещает стабильность и безопасность. Переход Луны в Тельца снижает риски, делает поездки более комфортными и безопасными. Вторую половину дня можно использовать и для начала или продолжения путешествий, когда влияние Тельца будет наибольшим. Уделяйте внимание мелочам и деталям, чтобы избежать каких-либо неприятных сюрпризов. Тем, кто работает в рискованных профессиях, то лунные аспекты дня приносят дополнительную защиту и уверенность. Переход в Тельца способствует осторожности и внимательности, что особенно важно в таких сферах. Но при выполнении своих обязанностей уделяйте особое внимание мерам безопасности. Сосредоточьтесь на своих задачах, избегая от любых отвлекающих факторов. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день считается особенно опасным и сложным. Этот день наполнен особыми предостережениями и запретами, которые все-таки стоит придерживаться, чтобы избежать неприятностей и бед. Также обращаем ваше внимание, что в первой половине дня возможно увеличение уровня стресса, а во второй половине дня, несмотря на улучшение ситуации, все-таки остается необходимость соблюдать осторожность. Что же сегодня не стоит выносить из дома? Во-первых, не выносите огонь из дома. Огонь считается символом жизни и домашнего очага. Согласно поверьям, вынося огонь из дома, можно унести из него всю жизнь. А это может уже
также привести к болезням, родственникам, ссорам, скандалам в семье, а также к безденежью и безысходности. Поэтому запрещается сегодня кому-либо давать спички, свечи или выходить из дома с зажженной сигаретой. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Также, если вас сегодня, возможно, вы живете в коммунальной квартире, в деревушке, кто-либо вас просит все, что связано с огнем, ни в коем случае не давайте. Вот прямо себе запишите, или если кто-то у вас просит, тогда попросите самую мелкую купюру, а про себя скажите оплаченный, тогда никто ничего вам не передаст, никакой негатив, никакую порчу. Далее, в этот день не рекомендуется давать деньги в долг, так как существует вероятность, что деньги могут не вернуться, и при этом еще и вместе с деньгами уйдет ваше счастье и достаток. Зато, если мы говорим о том, чтобы забирать деньги, то есть свои долги, какие-то обязательства, то можно. Почему? Потому что это, наоборот, улучшит финансовое положение и защитит вас от бесполезных трат. Также в этот день ни в коем случае не выносите мусор, иначе это может привести к уходу счастья и благополучия из дома. Мусор сегодня символизирует, а он всегда символизирует, но именно в этот день, 30 июня, особую негативную энергию. И выносить его в такой день означает распространять негатив на окружающих и на свою жизнь. Также не выносите старые вещи. Старые вещи, особенно те, которые долго хранились в доме, они могут нести в себе энергетическую память. И вынос старых вещей в этот день может привести к тому, что вы расстанетесь с чем-то важным и ценным для себя. Поэтому лучше подождать с расхламлением и выбросом ненужных вещей. Кроме того, обращаем ваше внимание, если вы оказались в какой-то кризисной или вы оказались в какой-то экстремальной ситуации, не бойтесь искать помощь и поддержку от близких и профессионалов. Астрологические аспекты дня обещают благоприятный исход таких ситуаций, даря надежду на положительное разрешение ваших проблем. Что же касательно самого лунного календаря, то обращаем ваше внимание, что во второй половине дня Луна переходит в знак зодиака Телец. А Телец, как вы знаете, он несет стабильность, практичность и устойчивость. Луна в Тельце помогает сосредоточиться на материальных аспектах жизни, такие как финансы, здоровье и комфорт. Также это время, когда вы можете заняться укреплением своих позиций, как профессиональной, так и в личной жизни. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодняшний день посвятите тому, чтобы завершать свои какие-то начатые дела, особенно те дела, которые вас раздражают, которые вам, возможно, где-то не нравятся. Но вот именно тот день, когда вам нужно закатать рукава и закрыть этот вопрос. Возможно, вам нужно с кем-то поговорить, расставить все точки над «и». Возможно, сегодня вам нужно подумать о том, как вам дальше двигаться. Иногда это очень сложно задавать себе вопросы и пытаться их решить. Но помните о том, что только вы вправе изменить что-либо в своей жизни. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня эмоциональная нестабильность, и вот это может вызывать определенную эмоциональную нестабильность и склонность к каким-то пессимистичным настроениям. Поэтому очень важно, чтобы вы сегодня, особенно в первой половине дня, контролировали свои эмоции и не поддавались унынию. Кроме того, может быть, на сегодня будет у некоторых людей такая ситуация, что ни с того ни с сего хочется плакать, хочется реветь, возможно, не хватает вам энергии, вам хочется спать. Вот возьмите, лучше отдохните, выпейте чашку чая с ромашкой, с мятой, с липой или с какими-то другими травами. Подумайте, повизуализируйте о том, что вы хотите привлечь в свою жизнь, как вы хотите жить. Да, возможно, это сегодня не произойдет, но вы уже отправили посыл во Вселенную, и это рано или поздно вернется к вам. Также сегодняшний день не подходит для рискованных действий и принятия импульсивных решений. Телец предпочитает стабильность и предсказуемость, поэтому лучше избегать неожиданных шагов и авантюр. Что же касательно, друзья, лунного календаря здоровья, то используйте этот день для глубокого очищения кожи. Возможно, делаем пилинги, маски, чтобы освободить поры от загрязнений и улучшить состояние кожи. Также сегодня прекрасный день для стрижки волос. Это будет способствовать их укреплению и лучшему росту.
Также на что еще стоит обратить внимание, это на то, что Луна в Тельце благоприятствует заботе о теле и о здоровье, поддерживая желание создать комфорт и стабильность в жизни. Также возьмите, начните новые оздоровительные программы, потому что этот день идеально подходит для начала новых программ по улучшению здоровья. Это может быть диета, это могут быть физические упражнения или практики медитации. Кроме того, сегодня хорошо проводить практики, которые будут направлены на гармонизацию внутреннего состояния, такие как медитация, это могут быть дыхательные упражнения, и знаете, это все будет достаточно эффективно. Также сегодня отлично избавляться от любых вредных привычек. Сюда можно отнести курение, употребление алкоголя и так далее, и так далее. Организм будет более восприимчив к позитивным изменениям. Кроме того, в этот день Телец может усилить желание к комфорту и удовольствием, что может привести к перееданию. Поэтому постарайтесь следить за количеством потребляемой пищи и избегайте тяжелых блюд. Кроме того, убывающая луна может ослабить сегодня иммунитет, поэтому важно бережно относиться к своему здоровью. Избегайте перегрузок, следите за питанием и не забывайте о полноценном отдыхе. Что же касательно лунного календаря денег, то сегодня хороший день для того, чтобы детально анализировать свои финансы. Просмотрите свои доходы, свои расходы, постарайтесь выявить слабые места и возможности для их улучшения. Также сегодня прекрасный день для возврата долгов, для закрытия долгов, для завершения каких-то финансовых обязательств. Поэтому постарайтесь закрыть все незакрытые кредиты и долги. Даже если у вас не получается всю сумму, хотя бы частично погасите. Вы тем самым запускаете процессы, показываете Вселенной, что вы готовы рассчитаться с теми обязательствами, с теми долгами, которые у вас есть. Также пересмотрите свои привычки и откажитесь от ненужных трат. Это поможет улучшить ваше финансовое положение и подготовиться к новому лунному циклу. Вообще, этот день сам по себе благоприятен для финансовых операций, которые направлены на укрепление материального положения. Но здесь есть один маленький нюанс. Нужно иметь понимание, уметь анализировать, иметь мудрость. То есть, если у вас есть все эти моменты в вашей жизни, если вы умеете рассуждать, если у вас есть критическое мышление, то, знаете, этот день, наоборот, вам поможет приобрести или привлечь те блага, которые вам нужны в жизни. Также, на что еще стоит обратить внимание, это на то, что сегодня может быть эмоциональная нестабильность. И это очень важно, потому что человек начинает нервничать, психовать, принимать ненужные ему решения или спешить в чем-то. Поэтому все-таки будьте сегодня более спокойными. Есть возможность остаться дома, побудьте лучше дома. Есть дома всегда чем заняться. Теперь давайте посмотрим на карту Таро на 30 июня. Итак, друзья, выпала карта Солнца. Вы знаете, что карта Солнца – это одна из самых позитивных карт в колоде Таро. И она символизирует радость, успех, ясность и достижения. Эта карта олицетворяет свет, тепло и жизненную силу, которые освещают наш путь и помогают нам расти и развиваться. Солнце вносит оптимизм, энергию и уверенность в своих силах. Поэтому сегодняшний день предвещает счастливые и радостные события. Это время, когда, если вы будете подходить совсем с мудростью, с терпением, с пониманием, то у вас сегодня все будет удаваться, и вы почувствуете себя на вершине мира. Также в этот день вы можете достигнуть значительных успехов в своих делах и проектах. Ваша энергия и усилия будут вознаграждены. Также карта Таро говорит нам о том, что этот день приносит нам ясность ума и осознание своих целей и путей их достижения. Также это хороший день для принятия важных решений, но только тех решений, опять же, которые вы подходите осознанно и с пониманием. В всех иных случаях лучше не спешить. Также обращаем ваше внимание, теперь уделим внимание совету от Архангела Михаила на 30 июня. И Архангел Михаил напоминает, что внутри каждого из нас есть огромный резерв сил и мужества. Важно помнить, что мы способны справиться с любыми трудностями и препятствиями, если верим в себя и в свои возможности.
Осознайте, что у вас достаточно сил и ресурсов, чтобы преодолеть любые трудности. Доверьтесь своей внутренней мудрости и мужеству. Также перемены сегодня могут быть пугающими, а именно они приведут вас к лучшим результатам. Примите изменения с открытым сердцем и с уверенностью. Михаил также подчеркивает важность очищения и освобождения от всего, что больше не служит вам на пути к счастью и гармонии. Это касается как эмоциональных, так и физических аспектов жизни. Поэтому избавляйтесь от негативных сегодня мыслей, работайте над тем, чтобы освободиться от вот этих негативных мыслей, установок, которые мешают вашему прогрессу. Практикуйте позитивное мышление и благодарность. Также постарайтесь сегодня и очистить пространство. Проведите время, очищая свое жилое пространство от ненужных вещей и энергетического мусора. Это поможет вам создать атмосферу гармонии и спокойствия. Вот такой, друзья, очень важной и ценной информацией мы сегодня с вами хотели поделиться. Также мы, друзья, в описании вам оставим молитву к Архангелу Михаилу, которую вы можете использовать сегодня в этот день, особенно если вам сложно, если вы не знаете, какое вам принять решение и так далее. Именно эта молитва поможет вам, возможно, подтолкнет вас к каким-то открытиям, каким-то новшествам и так далее. Но прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья, услышимся в следующем видео.